Корень. Апахатаха. Полностью уничтожен. Авивекаха. Неспособность распознавать. Нет ничего удивительного в том, что просто осыпав себя пылью с твоих лотосных стоп, человек сразу получает право заниматься чистым преданным служением адхокаджи, которое недоступно даже Брахме и другим великим полубогам. Мимолетное общение с тобой подрубило корни моего материального рабства, гордыню, пристрастие к порочным доводам и неспособность отличать истинное от ложного. Теперь я свободен от этих пут, что удерживает душу в плену материи. Комментарий Его Божественной милости Шрила Прабхупады. Тот, кто общается с чистым преданным, непременно освободится от материального рабства. Именно это и произошло с царем Рагуганой. Слушая Даджу Бхарату, он быстро избавился от всех заблуждений, возникших под влиянием мирской жизни. Доводы чистого преданного необычайно убедительны. Услышав их, даже бестолковый ученик избавляется от всех иллюзий и постигает тайны духовной науки. Just one question before I begin. How many of the devotees are speaking or understanding English? Сначала задам вопрос, до того, как мы начнем. Сколько из присутствующих понимает английский? Okay, minority. Okay, so I won't, in most cases, I'll just let you carry on. Okay. Om Agyanti Mirandasya Janana Sakalaya Chakchum Militam Jena Tasmi Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paskachude Satarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuvaivyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Proud of his position. Включая даже то качество небольшой гордыни своим статусом. He took some pride in being identified as the king. Он немножко гордился тем, что являлся царем, что его в нем видели царя. Even devotees, sometimes we get a little proud of our particular role, whatever it may be. Даже иногда сами преданные вайшнавы тоже иногда гордятся своей ролью в служении. It is said that even the pauper, meaning a poor person, is proud of his penny or his ruble in your case. Говорится, что даже бедный человек гордится своей копеечкой. So he was identifying himself in the role as the king, and he became and is in the process of becoming enlightened by Jad Bharat. И вот так он идентифицировал себя как царя и находился в процессе очищения благодаря Джаду Бхарати. And Jad Bharat, to the mind of the king, was just some fellow
who was inconsequential. He had no importance. И Джад Бхарата, согласно пониманию царя, он был совершенно неважным. He just looked to the king like some dumb guy standing out in the field. Джада Бхарата saw the king as someone. The king was looking at Jad Bharat as just some not very significant personality. Да. Итак, царь смотрел на Джада Бхарату сверху вниз, считая его каким-то неважным абсолютно человеком, незначительным. And the king needed someone to carry the palanquin, and he saw him standing there looking pretty strong, so he calls him to serve as the palanquin carrier. Царю был необходим человек, который бы нес его паланкин, или как это, да, паланкин, все правильно. И он увидел Джада Бхарату, который выглядел довольно сильным, и позвал его помочь, послужить. So because the king ordered him, he stepped up to the job. И так как царь приказал ему выполнить это служение, он согласился, вышел. Actually, the mood of Jad Bharat was of non-resistance. He didn't, whatever people would say or speak about him or request him, he didn't resist. И на самом деле настроение Джада Бхарата было такое, чтобы не отказываться, и если бы его кто-то спросил, он никогда не попросил что-то сделать, он никогда не отказывался. So he was carrying the king on the palanquin, but he was causing a little disturbance because he was trying to avoid stepping on ants. И вот так он нес паланкин царя, но на самом деле он также какие-то неудобства устраивал царю, потому что он шел таким образом, чтобы не наступать на муравьев. And of course, this caused some disturbance. Instead of being a smooth ride, it was like an unpaved road, you know, and it was bouncing. Конечно, это вызывало некоторое беспокойство и неудобство царю, потому что вместо того, чтобы идти по прямой дороге, они шли как будто по кочкам постоянно. And the king obviously didn't think he was doing a good job. И, конечно, царь думал, что его слуга не выполняет свою работу хорошо. But according to Jad Bharat, he was doing a good job because he wasn't stepping on the ants. Но согласно пониманию Джад Бхараты, он делал наоборот все очень хорошо, потому что он не наступал на муравьев. That is the nature of the Vaishnavas, that they are soft-hearted. И в этом заключается природа вайшнавы, в добросердечности. And the Vaishnava always sees the soul within every living entity. И также вайшнава всегда видит душу внутри каждого живого существа. So he was being, and for a fee, for some, exchange, or monetary exchange, they'll carry someone to the top. И за какую-то небольшую стоимость они несли желающих наверх в этих паланкинах. So the devotees could sense that they're very steep stairs, and there's a lot of them, and that would be very tiresome and inconvenient for Srila Prabhupada. So the devotees wanted to carry him in a palanquin. Итак, преданные поняли, что на самом деле лестница очень крутая и очень много ступенек, и довольно сложно будет Шриле Прабхупаде подняться самому, поэтому они решили нанять вот этих людей с паланкином. But the devotees wanted to carry the palanquin themselves. They didn't want the local people, the local Brajbasis, to carry. Только при условии, что они, вайшнавы, сами будут нести паланкин, чтобы не местные люди несли паланкин, а сами вайшнавы. And these are big, strong Western boys. И это, конечно, были сильные западные ребята. And the local palanquin carriers were kind of skinny little Brajbasis. А вообще обычно паланкин носили очень худенькие браджбаси. So there was a deal negotiated. They would get paid full price, but the disciples of Prabhupada, they would carry the palanquin with Prabhupada. И так они начали переговоры насчет этого паланкина, и условием было то, что браджбаси получат полную стоимость, но дадут нести паланкин преданным.
It was a win-win for the local carriers. То есть это была идеальная ситуация и для местных носильщиков паланкина и для преданных. Because they got the full price, but they didn't have to do the work. Особенно, конечно, для носильщиков, потому что им заплатили полную стоимость, но при этом им ничего делать не надо. Now there is a photo of this particular incident. И даже сохранилась фотография вот этого вот именно случая. You can see Srila Prabhupada hanging on for dear life to the palanquin, you know, the poles that hold the canopy. He's hanging on like anything. На фотографии Шрила Прабхупада держится за паланкин, как будто это последний паланкин в его жизни. Because these big, strong American boys, American and European, they didn't know how to properly carry a palanquin. Потому что вот эти сильные ребята из Европы и Америки, они не знали, как правильно нужно нести паланкин. They weren't trying to avoid ants or anything. They just didn't know how to do it. Это даже не то, что они пытались там не наступать на муравьев, они просто в принципе не знали, как нести паланкин. So finally, at one point, Srila Prabhupada said, "All right, that's enough. И в какой-то момент Шрила Прабхупад просто сказал: ну все, хватит. You've had your fun." Хватит вам веселиться. And he called for the experienced palanquin owners to finish. И позвал вот этих местных враджаваси, носильщиков, опытных носильщиков, чтобы они его донесли уже наконец до вершины. So Prabhupada, you know, resolved the situation. He wasn't irritated or disturbed. He appreciated the endeavor, but enough was enough. Да, и на самом деле Прабхупада разрешил так ситуацию. Это не потому, что он там разозлился или что-то такое. Просто он разрешил эту ситуацию. Он был очень благодарен попытке своих преданных. But in the case of King Rahugana, he did become very disturbed. Но в случае с царя Рахуганы он наоборот очень сильно разозлился. And he began to insult Jadbharat. И начал ругаться на Джадбхарату. You know, you look so strong and stout, but you can't even do this service nicely. Начал говорить ему, что ну вот ты такой сильный, но ты даже вот это служение нормально выполнить не можешь. Even though you look healthy, still you're not even able to properly carry this palanquin. Несмотря на то, что ты выглядишь очень даже здоровым, ты даже не можешь просто нормально нести паланкин. Jadbharat was in the front part, and he turned around and said, "Actually, you're not talking about me." А так как Джадбхарат нес переднюю часть паланкина, ну, спереди он шел, он повернулся и сказал: на самом деле ты говоришь не обо мне. You're talking about my body, and that's not actually me. Ты говоришь только о моем теле, а это не я. Я не есть мое тело. Actually, you think you're the king, but you're not a king. На самом деле ты думаешь, ты король, ты царь, но ты на самом деле не царь. That's just the role you are playing. Это просто роль, которую ты играешь. Actually, in one life, I may be the king, and you may be the palanquin carrier. А на самом деле в какой-то из жизни, может быть, я буду царем, а ты будешь носильщиком паланкина. And you may be carrying my palanquin. И, может быть, ты будешь нести мой паланкин. So, in this way, he was systematically enlightening the king on the difference between the body and the soul. Таким образом, он систематично просвещал царя о разнице между телом и душой. The difference between the individual person, the real person, and the body one inhabits. И разница между индивидуальностью, индивидуальным человеком и телом, которое населяет эту индивидуальность. So, as a sign of King Rahugana's piety, when he heard this transcendental knowledge in such a pure way coming from a seemingly ordinary person, instead of, because some people, you tell them the truth, they get a little upset. So he didn't get upset. His mind actually became attracted. Благодаря благочестию царя он на самом деле начал внимать тому, что говорил Джадбхарата, потому что иногда некоторые люди, если им говорят правду, то они могут разозлиться, например. Но наоборот, Кинг Рахугана, он начал прислушиваться к Джадбхарате, его ум привлекся к тому, что рассказывал Джадбхарата. He listened very carefully
He listened very carefully, and then he realized this is not an ordinary person. Он слушал очень внимательно и понял, на самом деле это не обычный человек тут передо мной. So immediately he got down from the palanquin, and he made full obeisances, dandavat obeisances to Jad Bharat. И он сразу же спустился с паланкина и простерся в полном дандавате перед Джад Бхаратой. Generally speaking, when there is a master-servant relationship, it is the servant who is being deferential to the master. Обычно в отношениях хозяина и слуги слуга Deferential, okay. giving regards. Обычно слуга поклоняется или оказывает уважение, выражает уважение хозяину. I had an experience in India where there is a extremely wealthy devotee, initiated devotee, and he would have his private car and private driver. В Индии у меня был такой опыт, когда я наблюдала за очень богатым вайшнавом, инициированным вайшнавом. У него была дорогая машина и свой собственный водитель. He lives in an unbelievable palatial mansion. Он живет в просто невероятном огромном особняке. There's elevators in the house. У него даже лифт есть в его доме. And several cars to choose from. У него есть несколько машин, и он может каждый день выбрать какую-то себе. And there's more than one driver. И, конечно, у него больше даже, чем один водитель. But he had his personal driver. Но у него был свой личный водитель. And that driver took him everywhere. И который возил его повсюду. Including to the Hare Krishna programs. Включая программы Харе Кришна. Including to the temple. Включая поездки в храм. So that driver would be waiting for his master. Driver was a servant waiting for the master, and he would be listening. He would be hearing the lectures. He would be observing and hearing the kirtans. И, конечно, водитель все время ждал своего хозяина, и поэтому он постоянно слушал лекции, киртаны. And gradually he also wanted to chant. И постепенно он привлекся, и тоже у него появилось желание воспевать. And he requested of his master if he could also chant, and if so, could he have the japa beads. И он спросил своего хозяина, можно ли ему тоже воспевать, и можно ли ему получить джапа-малу. So eventually the driver also became initiated. И таким образом, в конце концов, водитель тоже получил инициацию. So the master and the servant were now god brothers. И получается, что теперь хозяин и его слуга на самом деле теперь являются духовными братьями. In terms of daily affairs, they each played their role. Но если говорить о ежедневной жизни, то они каждый из них играет свою собственную роль. But during kirtans, they would dance together joyfully. Но во время киртана они вместе танцуют, радостно танцуют вместе. And the other people who were there, other wealthy people, would see this, and they couldn't compute, they couldn't get it, you know. И другие богатые, состоятельные люди, когда они видели это, они никак поверить в это не могли, никак не понимали, что же такое. This is transcendental relationship. Но это трансцендентные отношения. So, when King Rahugana heard this transcendental knowledge in such a pure way coming from this so-called ordinary person, his mind was attracted, he got down, he made obeisances, and then he began to inquire submissively from Jad Bharat. Итак, когда царь Рахугана услышал трансцендентное знание от вот этого своего слуги Джад Бхарата, и после того, как он простерся в полном дандавате перед ним, он встал и начал спрашивать его. And Jad Bharat explained everything to him in a very practical and philosophical way, who he was and what was the goal of life. Джад Бхарат начал объяснять ему и рассказывать очень практичным способом, кто он такой
В чем смысл? So it started out that Jad Bharat was being criticized. Actually, he was being insulted by the king, but he just tolerated it. И несмотря на то, что буквально совсем недавно царь оскорблял Джад Бхарату, но на самом деле он стерпел все и теперь рассказывал ему сокровенные знания. And this is the nature of a great soul. В этом заключается природа души, чистой души. Srila Prabhupada has explained that one of the qualities of a great soul, an advanced devotee, is they can tolerate any circumstance, no matter how difficult it may be. В этом заключается качество великой души. И Шрила Прабхупада рассказывал, что качество великой души заключается в том, что такой человек, такая душа может стерпеть все. That they will exhibit tolerance beyond the level of what we usually can accept and tolerate. Такая душа проявляет такое терпение, которое даже нам с вами очень сложно представить. So generally, when you approach a saintly person for knowledge and for understanding, or even for some service, you approach in a humble way. Поэтому, когда вы подходите с каким-то вопросом к святому человеку или к мудрому очень человеку, то необходимо делать это смиренно. It took a little while for King Rahogana's humility to manifest, but when it did, Jad Bharat opened up and he gave him complete transcendental knowledge. Потребовалось немного времени для того, чтобы смиренное отношение царя Рахуганы проявилось, и после этого Джад Бхарата был готов общаться с ним и поведать ему знания сокровенные. Jad Bharat tolerated all the negativity that was initially coming from the king in order to be able to enlighten him with transcendental knowledge. И Джад Бхарат смог стерпеть весь тот негатив, который сперва исходил от царя, чтобы потом просветить его и поведать ему сокровенные знания. This is the quality of a great soul, that they're friendly, they're merciful, and very, very tolerant. В этом заключается качество великой души: терпение, дружелюбность и милостивость. Okay. So Srila Prabhupada gives insight into the nature of a great soul in relationship to a disciple. Srila Prabhupada? Srila Prabhupada, he gives insight into the nature of a great soul. Итак, Шрила Прабхупада рассказывает о природе великой души in relationship to the disciples. По отношению к преданным. So he said that the arguments of a great soul or a pure devotee are so convincing and spiritually powerful that they go directly to the heart. Он говорил, что доводы великой души или преданных такие духовные, что они сразу попадают в сердце. And they are so spiritually potent that even a dull-headed disciple can make advancement and understand. И они настолько духовно сильные, что даже скудоумный преданный или последователь может понять их. So this dull-headedness, Prabhupada described this dull-headedness as continual or continued attachment to material sense gratification. Скудоумность или тугоумность Шрила Прабхупада объяснял как привязанностью к материальным вещам на протяжении продолжительного количества времени. Just as we say on the 10th offense to chanting that it is an offense to remain attached to. Как в 10 оскорблениях по воспеванию святого имени есть одно из оскорблений, как привязанность к материальным благам. So this continual endeavor to find happiness through material activities or material adjustment,
this is a sign of dull-headedness. Поэтому вот эта постоянная привязанность к материальной деятельности или к материальным благам является признаком тугоумности, скудоумности. It is a sign. One time Srila Prabhupada was on a morning walk, and the topic was that there was no happiness in the material world. И однажды во время одной из утренних прогулок Шрилы Прабхупады зашел разговор на тему того, что нет счастья в мире. So one of the devotees made a statement. It says in the Shastra that the mode of goodness is characterized by happiness. Один из вайшнавов сказал, что в Шримад Бхагаватам говорится, что саттва-гуна или благость определяется счастьем. And Srila Prabhupada replied, yes, but it is also characterized by knowledge. Шрила Прабхупада сказал, да, но также благость тоже определяется знанием. And that knowledge tells you there is no happiness. А это знание повествует, что нет никакого счастья. And another time on a similar conversation was going on, and you know, it's a symptom of our material disease. We keep trying to adjust our comfort level. Да, и был еще другой разговор, например, на такую же тему, и Шрила Прабхупада говорил, что это симптом или признак материальной болезни, то, что мы постоянно пытаемся как-то подстроиться под тело. So Prabhupada was kind of chastising a little bit that our difficulties are due to our dog-like stubbornness. Поэтому Шрила Прабхупада довольно часто порицал преданных и говорил, что все проблемы из-за того, что у нас твердолобость, как у собаки. In spite of hearing so many times, we're still trying to figure out some way to adjust in the material world and find ourselves happy in the material world. И несмотря на все знания, которые мы уже получили, все равно мы пытаемся как-то подстроиться под этот материальный мир и найти в нем счастье. So he called that dog-like stubbornness, because everybody knows dogs can be like very stupidly stubborn. Да, и Шрила Прабхупада сравнивал это с твердолобостью собаки, так и называл твердолобость собаки, потому что все знают, что собаки довольно не любят слушаться. So that's the understanding of the knowledge principle, and the pure devotee constantly works on removing this dull-headedness. Поэтому в этом принципе знания, познания вайшнав, преданный, постоянно ищет пути избавиться от вот этой твердолобости. And Prabhupada explains that unless one is convinced within the heart and the mind, not just theoretically, like we all can agree, we'll hear like, yes, in the material world, there's no happiness, and we agree theoretically, but we're still trying to make these adjustments. So he said that, you know, unless we're convinced within the heart and mind that there is no happiness, spiritual life has not yet begun. Шрила Прабхупада говорил, что пока мы не убеждены и в сердце, и в голове, в уме, что нет никакого материального счастья, духовная жизнь не наступает. In other words, we are practicing to begin the actual process of spiritual life. Иначе говоря, мы сейчас все находимся в процессе, мы практикуем, находимся на пути в сторону духовной жизни. This is not intended as discouragement. На самом деле, это, конечно, не направлено на то, чтобы разбить ваше вдохновение. We need to know where we're situated in order to make further progress. Нам просто необходимо понимать, где мы находимся, для того, чтобы прогрессировать. So, even if we still have some attachment to material life, there is an antidote for this. You know, like when you give poison, they give you some. Даже если мы очень привязаны к материальной жизни, все равно существует противоядие или антидот.
Satam prasangam mama virya sanvida bhavanti hritkarna rasayana kata. This is Srimad Bhagavatam 3:25-25. Это песня из третьей песни Шримад Бхагаватам, 25 главы, 25 стих. That the association of great souls hearing and chanting the glories of the Lord is nectar for the ear. Общение с чистыми преданными является нектаром для ушей. The association with pure devotees is like nectar for the ear, right? Association with the pure devotees is like nectar for the ear, right? Yeah, hearing and chanting the glories of the Lord is nectar for the ear. In association with the pure devotees. Thank you. Общение с великими душами и слушание и повторение святого имени и восхваление Господа является нектаром для ушей и очищает сердце, и также привязывает нас к процессу преданного служения. So in that wonderful verse, в этом прекрасном стихе, that Prabhupada lays out the process in his purport. Srila Prabhupada lays out the process. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет процесс. No, actually, he's describing. He says that the process in the purport, that he says the process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Он говорит в комментарии, что процесс прогрессирования в духовной жизни описан здесь. And the first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious. То есть первое, каждый должен искать общение с великими преданными, которые практикуют сознание Кришны. And then he further elaborates, they're Krishna conscious and who are engaged in devotional service. И потом он далее говорит, дополняет, что не только те, кто практикует сознание Кришны, находятся в сознании Кришны, но также and then he further points out, without such association, one cannot make any advancement. So they practice the Krishna consciousness and the first point, they practice Krishna consciousness. You take the association of devotees who practice, who are practicing Krishna consciousness. Yes. And then, without this association, one cannot make any advancement. Без такого общения никому не удастся прогрессировать в сознании Кришны. That simply this theoretical knowledge, it won't work on the heart. То есть просто теоретическое знание не будет работать на сердце, не будет никакого эффекта давать на сердце. So Sutta Goswami also speaks in the first canto on this topic. Также Сутта Госвами говорит об этом в первой песне Шримад Бхагаватам. Service to the pure devotee is the best of all service. Служение чистому преданному является лучшим из служений. And by that service one gets awarded affinity. И благодаря такому служению человек получает привязанность и любовь. One gets the attraction to hear and chant the glories of the Lord. То есть человек привязывается к слушанию и воспеванию святых имен Господа. And he explains that we want to become so attracted to hearing and chanting the glories of the Lord that if we don't have the opportunity to hear and chant, then we'll feel disturbed. И он объясняет, что мы хотим получить такую привязанность к слушанию и воспеванию святых имен, что если у нас нет возможности слушать и воспевать, то мы очень сильно беспокоимся из-за этого. That if we're not absorbed in the mood of hearing and chanting, then we won't find the happiness that we're looking for. Таким образом, что если мы не погружены полностью в воспевание и слушание, то мы не будем находить никакого счастья. So this is a powerful process
that this attraction to great souls purifies the heart. Это является очень мощным процессом, который позволяет очистить сердце. So association really means to hear in a submissive way the words of a great devotee and render service. То есть, иначе говоря, общение с великими преданными, с чистыми преданными является слушанием и служение им. Yeah. These are the principles that make up association. В этом заключаются принципы, из которых состоит общение. And Krishna says in Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya. Также Кришна говорит в Бхагавад-гите вот этот стих. And in the Chaitanya Charitamrita it's explained that real association is to develop that eager, enthusiastic mentality to hear the glories of the Lord spoken by the Lord's pure devotees. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что общение — это развитие желания, настоящего честного желания слушать о лилах Господа, об играх Господа от чистых преданных. From Chaitanya Charitamrita Madhya. From the Chaitanya Charitamrita Madhya. So the Sadhusanga, Sarva Shastra Ki Lava Mantra, Sadhusanga, Sarva Siddhi Hoy. That through this mood of hearing great souls as described in this verse that was spoken by Lord Chaitanya, he uses this word lava matra. And Prabhupada describes this lava matra as 1/11 of a second. И здесь в Чайтанья Чаритамрите говорится, что путем слушания великих душ, великих преданных, здесь также упоминается слово лава-мантра, то есть Шрила Прабхупада говорит, что это означает 1/11. So we could understand from this that 1/11 second of association with a pure devotee, one's heart can actually become purified. 1/11 секунды, то есть, иначе говоря, мы понимаем, что даже после общения в течение 1/11 секунды с чистым преданным наше сердце может очиститься. You know, 1/11 of a second, we can't even connect with that. 1/11 секунды, мы даже понять не можем, как это, что это за отрезок времени такой. So we may think, well, I've been doing that. I've had a lot of lava matras, a lot of 11th of a second association, so where is my purified heart? И можно подумать, у меня было столько общения, вот это 1/11 секунды, да у меня полно было такого общения, почему же у меня сердце до сих пор не очищено? One devotee asked that question to Srila Prabhupada. И один вайшнав, один преданный задал вам такой вопрос Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada, we're associating with you so much, yet we haven't reached that level of bhakti. Шрила Прабхупада, мы с вами общаемся так много и до сих пор даже не достигли этого уровня бхакти. And Prabhupada gave a very reasonable and reassuring reply. А Шрила Прабхупада ответил очень резонно и подчеркнуто. He explained that when the wood is wet, it doesn't light immediately. Он сказал, когда дрова мокрые, они не сразу загораются. You know, if the wood is wet and you're trying to start a fire, it takes some time for that to occur. То есть, иначе говоря, когда дрова мокрые и вы пытаетесь разжечь костер, то это происходит только через какое-то время. And if it's very wet, it might not even start. А если они совсем уж мокрые, то вообще можно не разжечь костер. So I explained, when the wood is dry, as soon as it comes into contact with the fire, immediately it catches. И дальше он объяснил, что когда дрова хорошо просушены, сухие, то сразу они загораются при соприкосновении с огнем. So that process of drying the wood is the constant hearing in the association of pure devotees, and that will gradually purify one's consciousness. И вот этот процесс просушки дров заключается в постоянном слушании, постоянном общении с чистыми преданными, которые постепенно очищают сердце. And Srila Prabhupada explained, a pure devotee is one who is following the instructions of the Guru. И Шрила Прабхупада объяснял, что чистый преданный — это тот, кто следует наставлениям своего духовного учителя.
that in the Padma Purana it's described how to access the quality of hearing. В Падма-пуране объясняется, как достичь качеств слушания. That we know the mind is kanchala, very flickering, wavering. Мы знаем, что ум очень подвижный, очень раздраженный и обеспокоенный. So even Krishna agreed with Arjuna that it's very difficult to control the mind. Даже Кришна в беседе с Арджуной говорил, что очень сложно обуздать ум. But he explained, by constant practice and detachment from sense gratification, the mind will gradually become peaceful and fixed in devotion. Но он говорил, что путем постоянной практики, постоянного воспевания и общения с чистыми преданными ум постепенно успокаивается. It will become peaceful and fixed in devotional service. Успокаивается и фиксируется на преданном служении. So that's explained in Bhagavad Gita, the 35th verse. И как объясняется в Бхагавад-гите в 33 стихе. So in the Padma Purana, it explains 4 principles of effective hearing. Это было объяснено так в Бхагавад-гите. А в Падма-пуране в 4 стихах объясняется Effective hearing. В 4 the fourth verse or in the fourth verse. No, that was in the fourth another. No, in the Padma 4 principles. 4 principles. А в Падма-пуране объясняется 4 принципа эффективного слушания. Nowadays, even common ordinary people and people who are big successful business persons, they understand it's important to hear effectively. Сейчас даже обычные люди или, например, бизнесмены, предприниматели понимают, что очень важно правильно слушать. There are books written about this topic. Даже книги написаны на эту тему. And even during our last ILS, the International Leadership Conference in Mayapur just back in February, one devotee gave a presentation on this topic of effective listening. И даже во время нашей последней международной организации, международной конференции по лидерству, которая проходила в Майяпуре совершенно недавно, один из вайшнавов делал доклад на эту тему, на тему эффективного слушания. But it's not a new concept. Но это не новая концепция какая-то. Coming from Padma Purana, an ancient text, the 4 principles are given. Эта концепция происходит из Падма-пураны, древнейшего текста, в котором описаны 4 принципа эффективного слушания. So the first principle is that one must have faith in the words of the speaker. Первый принцип: человек должен верить в слова того, кого он слушает, спикера. If you have doubts, then you won't be able to assimilate what is being said. Если у вас есть какие-то сомнения, то вы не будете принимать всерьез то, что говорится. And the second one is humility. Следующее — это смирение. In other words, one must have some ability of accepting what is being said. То есть, иначе говоря, у человека должно быть такое качество, что он принимает то, что говорится. Then the third one is to destroy the faults in the mind. И следующее качество это уничтожение каких-то проблем ума, недостатков ума. So, what are the faults in the mind? Какие же бывают недостатки ума? You know, we all know we're probably really expert in having our mind give us other options just as we're trying to chant our japa. The mind gives you some other ideas. Ну, например, все наверняка уже прочувствовали, как ум предоставляет много разных возможностей подумать о чем угодно, как во время джапы. And
any thought that you may come up during the time of hearing that will push you away from the topic. Любая мысль, которая возникает во время слушания, может просто увести вас от темы. So we can say the nature of the mind, it's fast, it's powerful, and it's extremely disobedient. Иначе говоря, природа ума, он очень быстрый, очень раздражен, обеспокоенный и абсолютно не подвергающийся какому-либо контролю. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the mind is not a devotee. Your mind is not a devotee. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Такур говорил: ваш ум не преданный. And we should not associate with non-devotees. А нам не следует общаться с непреданными. Therefore, we have to preach to the mind and make the mind a devotee. Поэтому нужно проповедовать уму и сделать из него преданного. So this destroying the faults of the mind means constantly bringing the mind back to the lotus feet of the Lord. Поэтому, иначе говоря, уничтожение недостатков ума – это постоянное возвращение ума к лотосным стопам Господа. Or to the topic that is being discussed. Или хотя бы к теме, которая обсуждается. And the fourth principle is that if one follows these first three, that faith, humility, and bringing the mind back, then one or two things may happen. И четвертый принцип – это то, что если человек соблюдает все предыдущие три, то есть вера, смирение и постоянный контроль ума, то тогда случаются две вещи. So there's one or two things. One is by being able to listen effectively, one may get realization on the subject matter being discussed. Первое, то есть может случиться две вещи. Либо первое, если человек эффективно слушает, то он может получить реализацию на тему того, что обсуждается. Or two, one may begin to think of questions in relationships to the subject matter. Или второе, у него могут возникнуть вопросы на тему, которая обсуждается. And questions, submissive inquiry, this is a good sign. И когда появляются вопросы, это вообще-то хороший признак. So those are the principles or the proponents of attentive hearing. И вот это принципы тех, кто хочет слушать эффективно. So the deeper we go into devotional service, or the deeper we go into a devotional mood, then the mind becomes more and more fixed. Чем больше мы погружаемся в настроение преданности, тем более зафиксированным становится ум. So Jad Bharat had pulled out all of King Rahugana's attachments. Таким образом, Джад Бхарата вытащил все привязанности из царя Рахуганы. And King Rahugana spoke to him, "You have completely destroyed all of my arguments." И царь Рахугана сказал ему, что ты уничтожил все мои привязанности. And now I'm free from all false arguments. И теперь я свободен от неверных доводов. Any arguments, they're gone. В принципе, любые доводы, все доводы, их уже больше нет. False prestige, my discrimination is clear. Неверный какой-то престиж, какие-то мои соображения, дискриминация, это все, я от всего этого очистился. Now I understand. И теперь я понимаю. And I am your disciple. Теперь я твой преданный. And I surrender to you. Твой ученик. И я склоняюсь к тебе. So this is the mercy of a great soul, is that they tolerate difficulties that come by way of purifying the hearts of the materialist. Я предаюсь тебе. И в этом заключается качество великого преданного, то, что они могут очистить сердце даже самого материалиста. Maybe some of us were very argumentative when we first arrived on this Krishna conscious scene, and perhaps some kind-hearted devotee was very tolerant and kind to you,
and kept giving you Krishna consciousness until you finally understood. На самом деле, наверняка каждый из вас, когда только пришел в сознание Кришны, у каждого из вас наверняка тоже были какие-то свои доводы, с чем-то вы не соглашались, но наверняка и у вас был такой опыт общения с чистым преданным, когда он просто смиренно все терпел и да, смиренно все терпел. Prabhupada said that the nature of preaching isn't that people are going to immediately line up and accept what you have to say. И Шрила Прабхупада объяснял, что проповедь это не то, что вот сейчас все встанут в очередь и сразу начнут принимать то, что вы там проповедуете. Devotees were complaining, it's hard, Srila Prabhupada, it's hard, you know. People don't want to listen. Потому что преданные очень часто жаловались, о, Шрила Прабхупада так сложно, так тяжко, люди не хотят нас слушать. Prabhupada said, so you think people are going to line up and agree with you? Шрила Прабхупада отвечал, вы что думаете, сейчас все встанут в очередь и начнут с вами соглашаться? Therefore you must learn how to preach in such a way that you can remove all their obstacles. И он говорил, что вам необходимо научиться проповедовать таким образом, чтобы устранять все преграды в этих людях. That you can defeat them with higher knowledge. Чтобы вы могли победить их своими знаниями. And he used the examples of Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, or Jesus Christ. И он говорил приводил примеры, например, Иисуса Христа, Прахлада Махараджа или Вайшнава Такура. They were compassionate, they were merciful, they were greatly tolerant. Они были сострадательными, милостивыми и очень терпеливыми. They were simply trying to enlighten people. Они просто старались возвысить сознание людей, give them God consciousness, подарить им сознание Бога. And still they were harassed, they were beaten. Но все равно над ними издевались, их постоянно били. They were attempted to be killed. И на них покушались. Or in the case of Christ, they were even killed. Но или если говорить об Иисусе Христе, то на самом деле и убили. But the devotee does not give up the attempt. Но преданный никогда не перестает стараться. And it's said, therefore, that that's the nature of preaching, and this preaching is Krishna's mercy coming through great souls. И в этом заключается природа проповеди. И милость в проповеди приходит через великие души. So, our ISKCON movement, this is a movement of preaching and teaching. Наше движение в ИСККОН это движение образования и проповеди. And in that mood of preaching and teaching, we may encounter all types of persons, all type of government problems. В этом движении мы сталкиваемся с различными проблемами личностного характера, также с проблемами государственного характера. But just as we had the example of Jad Bharat, in spite of the opposition, he continued to give this knowledge. Но да, как на примере Джад Бхараты мы видим, что несмотря ни на какие обстоятельства, он продолжил давать это духовное знание. And the result was a conditioned soul in the form of the king became saved. И в результате обусловленная душа в форме царя освободилась, была спасена. Quite often devotees will say, I'm not qualified. Довольно часто преданные говорят, я не квалифицирован. Somebody comes to give Bhagavatam class, and first thing they say, I'm not qualified. Он когда спрашивает, просит, например, преданного дать класс по Шримад Бхагаватам, очень часто говорят, нет, у меня нет таких качеств, я не квалифицирован для этого. I'm not saying that because it's completely obvious when I start to speak. I don't have to say it because it's obvious. Я не должна даже говорить это так понятно, как. But still,
those persons, they'll say, I'm unqualified, other devotees, and then they give a beautiful class. И вот, но бывает так, довольно часто, точнее так, случается, что вот эти люди, которые говорят, нет, я не квалифицирован, у меня нет таких качеств, дают совершенно фантастический, прекрасный класс по Шримад Бхагаватам. So Лекцию по Шримад Бхагаватам. The more unqualified one may feel, actually, the more you become qualified. Поэтому чем менее квалифицированным чувствует себя человек, на самом деле, тем больше квалифицированным он становится. Because the qualification isn't up to us, it's not ours. Потому что эти качества, это не наши качества, они не от нас зависят. It's coming to us from ultimately the Supreme Lord. Они предоставлены нам Верховной Личности Господа. It's coming to us through the mercy of the Guru. И мы их получаем по милости Гуру. So this feeling of unqualified becomes our qualification. Поэтому вот это чувство, то, что я не квалифицирован, становится нашим качеством, нашей квалификацией. So Jad Bharat, he was not placing himself at a high level. Поэтому Джад Бхарат, он не ставил себя на высокую платформу By his mood or his attitude, своим настроением или своим отношением. But that humble mood and attitude distinguished him from an ordinary person. Но его смиренное отношение и смиренная природа отличали его от обыкновенного человека. And as such, King Rahugana was able to hear from him. И таким образом, благодаря этому, царь Рахугана смог выслушать его, послушать его. So, thank you very much, Hare Krishna. Большое спасибо, Харе Кришна. So, is there any questions? Вопросы? Есть ли вопросы? Okay. No questions. Ни у кого нет вопросов. Okay, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. People are